данный эфир в хорошем качестве, если вы зайдете по ссылке с компьютера в первую очередь и с Google Chrome. Вот, если у вас проблемы со звуком, вы не слышите, не видите, то вам нужно зайти с Google Chrome и с компьютера желательно, потому что с телефонов иногда бывают проблемы. Или заходите просто с Facebook. К сожалению, в Facebook у вас не будет возможности комментировать, и я смогу прочитать Стиву только вопросы, которые публикуются в этом чате. Поэтому подготовьте какие-то свои классные вопросы для Стива. Напоминаю, что сегодня у нас вебинар со Стивом Скеджу. Это новый управляющий директор, новый корпоративный, да, наш управляющий директор по развитию финансов. Даже я его должность сейчас точно прочту. Он у нас директор по глобальным источникам финансирования. Стив Скеджа о себе сейчас больше расскажет. У него более 30 лет опыта в индустрии туризма и непосредственно в индустрии круизного туризма. Поэтому я думаю, что нам будет всем интересно послушать такого большого спеца. Буквально месяц назад мы наняли его на работу, и для нас это огромная победа. Мы этим гордимся, потому что в нашу команду Incruises заходят самые сильные управленцы, самые опытные, самые мощные, да, люди в этой системе. Вот в то время, когда весь мир увольняет сотрудников, сокращает, уменьшает бюджет компании, наша компания, компания Incruises, наоборот, нанимает самых сильных управленцев, увеличивает штат и готовится к сильному росту, потому что любой кризис – это рост. И для нашей компании данный кризис – это тоже большой показатель и точка роста. Об этом сегодня Стив Скеджа нам расскажет, как мы будем двигаться дальше, что нас ждет, что ждет вообще индустрию туризма на глобальном уровне. Все-таки мы с вами не видим всего, не знаем всего, что происходит за кулисами, не знаем макроэкономические последствия кризиса, и именно в отрасли туризма нас это всех интересует, партнеров и топ-лидеров, поэтому мы сегодня напрямую у Стива Скеджа сможем спросить, что нас ждет, куда мы движемся, как мы будем выходить из этого кризиса. Я думаю, что данный тренинг будет интересен и полезен всем, не только партнерам Incruises, именно поэтому мы выходим в прямые эфиры из своих инстаграмов, из фейсбука, чтобы люди, которые сейчас остались без работы, сидят на карантине, не могут выйти из дома, но при этом очень нуждаются в деньгах и хотят построить бизнес онлайн, увидели нас, услышали нас, потому что бизнес онлайн сейчас самый актуальный, и благодаря нашему президенту Майклу Хатчисону и Фрэнку Каддино еще 4 года назад мы уже построили онлайн-платформу, которая позволяет нам сейчас, сидя дома, строить бизнес, зарабатывать, и когда люди оказались в ситуации в заточении, не могут даже выйти из дома, мы с вами можем продолжать строить бизнес. Я думаю, что это открыло глаза всем людям вообще на планете, что если у тебя нет бизнеса онлайн, то ты на самом деле, у тебя большие проблемы, потому что данный карантин, данный кризис, он может повториться еще не один раз, и ученые говорят, что могут быть еще в будущем вспышки, да, подобные, поэтому уже сейчас люди должны задуматься о том, какой бизнес онлайн можно построить, и я считаю, что лично мое мнение, что на рынке онлайн-бизнеса наша компания номер один, самым лучшим предложением, самым лучшим бэк-офисом, самой лучшей вебинарной комнатой, самыми сильными управленцами, самой сильной командой директоров и управляющих директоров. В нашей команде самые вообще сильные мира всего из туристической отрасли и отрасли MLM. У нас самый шикарный маркетинг, самая легкая система выплат, которая позволяет вам, сидя дома, не выходя, бесконтактно зарабатывать деньги, снимать их без проблем с любого банкомата. И сегодня мы будем говорить именно об этом, о нашем бизнесе в отрасли туризма. Ну, Стив уже с нами. Hi, Steve, hello. Я его добавлю, и мы уже продолжим вместе со Стивом.
You hear me? Hello, Steve. Hi, good afternoon or evening, I guess. Depending on... Nice to meet you. My name is Camila Konopianova. I'm board of directors of Incruises in Kazakhstan, second of board director. And I want to introduce myself first. I'm so happy that we're having this webinar today with you. Everybody is so excited that when the whole world is actually cutting off the budgets, cutting off like the people, nobody's hiring anyone. Our company hired the greatest manager like you with huge experience, and everybody is excited to hear what's happening in the industry. And if you share with us your stories, that would be amazing. Yeah. Well, I'm grateful to be part of Incruises and pleased to join all of you on the webinar today. Shall I start or? Я сказала Стиву, что мы безумно счастливы познакомиться с ним и услышать человека, который имеет такой большой опыт работы, и что мы счастливы, что в такой сложный период наша компания нанимает такого сильного менеджера, как он, и сейчас он о себе немножко расскажет. Yes, go on. Okay, so as you know, my name is Steve Skеджа. I come from pretty deep experience in the cruising industry and in travel industry in general. I've been on, so what qualifies me to speak about the cruise industry and you know, take on this important role within cruises? I feel like there's several things here which I'd like to share with you. I've been in the business over 30 years. And all 30 years, cruise has been a part of my life. I've been on well over 100 cruises since I first started in 1989. The picture here is the first cruise I ever went on. And that I'll tell you about that cruise in a minute. Yeah, that's amazing. Да, Стив говорит о том, что почему он имеет как бы возможность вообще рассуждать на эту тему, обсуждать эту тему, потому что он более 30 лет работает в индустрии туризма и непосредственно в круизной индустрии, и огромный вот этот опыт и знаний, которые он приобрел за эти 30 лет, он как бы, имеет право комментировать с точки зрения экспертности, да, то есть у него есть на это полномочия, так сказать, потому что на 30 лет в этой индустрии, наверное, о многом говорит. И на вот этой фотографии вы видите сейчас первый круизный лайнер, на котором Стив побывал. В 1989 году он впервые оказался на лайнере, и за это время он побывал в 100 круизах, представляете, человек был в 100 круизах уже, и, конечно, он знает все об этом. That's incredible. 100 cruises, wow. I've been only on 3. Yeah. So this particular ship pulling out of New York City, you can see the World Trade Towers, the former World Trade Center in the background. But this ship was built in 1939, and I think it's a testimony of where the industry's gone. Certainly many people around the call have been on a cruise. And the beautiful, gorgeous resorts that are floating today are quite distant from what the original cruising was like. And this ship is in the bottom of the ocean now as a coral reef, no longer sailing. Да, вот этот корабль, который вы видите на фотографии, представляете, он 1939 года, и это один из первых таких круизных лайнеров, который отходил из Нью-Йорка. Мы видим на фотографии на плане World Trade Center, башни-близнецы, да, которых, к сожалению, сейчас нету. И это один из таких пробных, да, один из первых лайнеров, который вот вышел и набрал туристов и прошел по всем вот этим экзотическим местам, которые сейчас есть. То есть он отходит, сейчас у нас тоже есть такие круизы, которые отходят от Нью-Йорка и идут по островам, там, в Мексику и по островам Багамы, Гавайи и так далее. Так вот, это мы с вами видим сейчас один из первых туристических лайнеров 1939 года. Это супер. Yeah, go on. Okay, so my background in the cruise side of the business first
selling. So I was worked for a large travel agency called Cruises Only, and in North America they still are the biggest brand out there. I was part of. There was no internet to make bookings at this time back in the 90s. It was strictly taking phone calls and calling the cruise line or faxing the cruise line to make reservations. And we did, when I left that company, after almost 10 years, we were doing about 120 million USD in cruises as a, and I helped them go public on the NASDAQ, one of the, which is on the New York Stock Exchange. Вау, Стив говорит о том, что вот он начал в 1989 году работать в круизной индустрии и непосредственно в компании, которая называется Cruise Only, одна из самых крупных компаний, которая по сей день существует и продает круизы, и он там начал свою карьеру, проработал там более 10 лет, и получается, что на тот момент, когда он работал, в 1989 году не существовало интернета, ребята, и все продажи, он именно был, ну, продажником, да, то есть он, как у нас сейчас это называется, он звонил и предлагал людям купить круизы, то есть, в принципе, то же самое, что мы с вами сейчас, партнеры, делаем, привлекаем людей. Он привлекал людей, продавал им круизы по телефону и по факсу. Тогда не было интернета, по телефону и по факсу, и за 1 год эта компания на тот момент заработала $120 миллионов. И, кстати, Стив участвовал в продаже этой компании на международную, на биржу, на Stock Exchange, да, и сейчас эта компания является публичной, и ее акции тоже можно купить на мировой бирже. My next step was with a company called Global Travel International. They were a network of home-based travel agencies. I spent 5 years there building cruise from nothing to probably 20 million USD or so. And then joined Tarico Holidays and Hotel Beds. Tarico Holidays was acquired by a private equity firm and integrated with Hotel Beds as well as GTA 3 years ago. I spent 14 years at that combined company, and that company today is our primary supplier of in-cruises for all of our cruise product through an API. Окей. Окей. So, дальше, после 10 лет, как он проработал в компании Cruise Only, он пошел в компанию, которая называется Global Travel International, right? И там он проработал, да, 5 лет, проработал 5 лет, и эта компания с нуля за 5 лет вышла на доходы $20 миллионов в год, был их годовой бюджет, $20 миллионов с нуля. Далее Стив проработал в компании Tarico Holidays, да, Tarico Holidays, это частная компания, 14 лет он проработал в этой компании, на данный момент эта компания является агентством, туроператором, которое вообще связующее звено между нами и между инкрузисом и всеми круизными линиями. И проработав в этой компании 14 лет, сейчас он работает у нас в инкрузисе. Это очень круто. Yes, go on. Okay. The relationship with In-Cruises and Tarico Holidays started when In-Cruise was first formed. Since I was managing the cruise product for this $7 billion company, I had the and Frank and Laz over the last four years. So almost destiny to join In-Cruise at some point, right? Да, Стив говорит о том, что 4 года вот со дня создания Incruzes Стив работал плечо о плечо, да, вместе с Фрэнком и с Майклом Хатчинсоном, и он считает, что это было судьбоносно вообще их встречи, судьбоносное решение. Как помните, на прошлой неделе с Фрэнком Кадином был вебинар, и он говорил о том, что наша компания называется «Компания судьбы», потому что люди в нее приходят, судьбоносно, да, как-то сводят
сводит судьба людей. Так вот, Стив сейчас тоже говорит о том, что это, наверное, судьба нас свела, что проработав в той компании, в конце концов, я пришел в Incruises, и он этому очень рад. Company of the Destiny. Yes, Frank was saying this before. Yeah. So I thought I'd share just some insight on why Incruises. I mean, I had certainly a lot of opportunities when I made the decision to leave hotel beds, but why Incruises? Why was this interesting for me? And so I joined in February 2020. It is mid-February, after a couple months off of just enjoying my family and myself. One of the things, you know, I knew a lot about Incruise from working closely, as I said, over the last 4 years, sometimes on a day-to-day basis with Frank and with Laz in the support area. Да, говорит, сейчас Стив расскажет о том, почему он выбрал Incruises. То есть после того, как он решил уйти из той компании, у него, естественно, было очень много предложений от других компаний, связанных с туризмом, но он выбрал именно Incruises и стал частью нашей команды в феврале 2020 года, потому что он бок о бок, да, ежедневно работал непосредственно с Фрэнком и с Майклом и с Лазом из нашего корпоративного офиса, и это его подтолкнуло именно стать партнером, стать частью команды Incruises, и сейчас он расскажет нам именно, почему он выбрал Incruises. Has a very unique model, I think, as all of us in the Incruise family know. There's really not a savings opportunity in this membership organization, as well as the unique business opportunity. It's just, it's quite different. And I don't believe the cruise industry's they've seen vacation clubs, but not one with the strength and the upside that Incruises has. For the cruise line's perspective, this is alternative distribution. They're very used to a travel agency that takes a booking and makes it with the cruise line, or sometimes people book directly online with the cruise line. But this model is very attractive to the cruise lines because it's bringing them business that they wouldn't get otherwise. They're not, many of the Incruise members, as you know, are first-time cruisers. So this is a very positive influence that we can have together with the cruise industry. Одна из причин, почему Стив выбрал стать частью Incruises, ему очень понравилась наша уникальная модель. Он говорит о том, что вообще в круизной индустрии за все время ее существования еще не было такой компании, как Incruises. То есть были клубы различные, которые продавали членство в клубе, но ни один клуб не предлагал такую уникальную модель, где люди на самом деле экономят деньги, где люди экономят деньги, еще и имеют возможность заработать. То есть такой модели уникальной не было, его это очень заинтересовало, он считает, что это классно, что люди могут на самом деле экономить в своих путешествиях, и для круизной индустрии, конечно, это шикарная возможность, один из новых источников получения новых клиентов. То есть если круизная индустрия до этого привыкли работать с агентствами, и, как правило, через турагентство только появлялись новые клиенты, то благодаря клубу Incruises огромный поток новых клиентов, людей, которые никогда не бывали в круизах, начали посещать круизы. И не то, что люди, которые там не были в круизах, у них бы и не было возможности поехать в круизы, если бы не Incruises. Мы все прекрасно знаем, что основная часть людей, тех, которые путешествуют с Incruises, это люди, которые никогда не были за границей, у них не было паспорта, да, и только благодаря нашей накопительной системе у них появилась эта возможность. И при этом эти люди не только ездят в круизы, они возвращаются в круизы каждый год. Благодаря нашей накопительной системе вы можете ездить в круизы несколько раз в год и на самом деле экономить огромные деньги. Thank you. Okay, the next point is I wanted to be part of a winner, right? Winning company. And I've seen with the business that's coming from Incruise to the hotel beds to Rico,
over 3 years had a compound annual growth 545%. I mean, this is outstanding, and anybody who's in the financial world would love to be associated with a company with that type of growth. Еще один такой жирный плюс в пользу Incruises, да, было, что он говорит, я никогда не видел такого роста в компании, то есть за последний год компания Incruises выросла на 545%, и любой человек, который разбирается немножко в финансах и смыслит немножко в этом, он, конечно, оценит, что рост в 545% – это просто удивительно, и при этом помогая людям, да, экономить, еще такой рост, и любой человек хочет быть на победителей. И когда он выбирал эту компанию, конечно, он говорит, я хочу быть частью победителей, я хочу быть вместе с победителями, и компания Incruises на данный момент является номер один, и поэтому это повлияло на его решение стать управляющим директором нашей компании. Okay, the next point that I want to share is, and I think everybody around the call understands this, but Hutch and Frank are genuine. They are a pleasure to work alongside and to do business with. And you know, their aspiration and their aim is really to just do good things for people, right? And I really associate with that. And the final point I made on this slide is that the culture is so important to me in an organization. I mean, it could be a fast-growing company, you could be dealing with a product, but if the culture is not right, you're not going to last long in that organization. So I really appreciate the culture. Over the years at Tarico, I've worked in our 37 offices all over the world and really learned about global commerce, and I see a very similar opportunity within Incruises. И вот последние два пункта, вот здесь в презентации перечислены все пункты, почему Стив выбрал компанию Incruises и стал частью компании, потому что, ну, вы знаете Фрэнка и Хача, да, Фрэнк и Майкл – это замечательные люди, они настоящие профессионалы, они специалисты, и они очень хорошие люди, душевные люди, порядочные, и с ними одно удовольствие работать с этими людьми, и один из жирных плюсов, когда его пригласили в эту компанию, он подумал, что я бы хотел работать с этими людьми, потому что за 4 года, работая на другой стороне, то есть работая на другую компанию, которая работала с круизными линиями, он увидел, как они работают, какие они порядочные люди, и что Фрэнк и Майкл в основе вообще своего бизнеса, вот основа их бизнеса – это помогать другим людям. Они всей душой болеют за это, их миссия – помогать людям, и характеризуют как хороших людей, и захотел с ними работать. И еще ему очень нравится вообще наша корпоративная культура, то есть как построен наш бизнес, как выстроены отношения в нашей компании. Стив работал в 37 офисах компании предыдущей, как она называется, Tarico Holidays, и он говорит, я за 30 лет опыта в индустрии туризма, я знаю, насколько важно именно правильно выстроенные отношения, именно команда, с которой ты работаешь. И за 4 года я убедился, что Майк и Фрэнк создали команду профессионалов, и я хочу быть с этими ребятами, и поэтому я выбрал Incruises. So how's the cruise industry dealing with this? As everybody knows, I would hope, almost all of the industry's ships are docked or anchored somewhere with only crew on them. There are a few ships still sailing, and they're desperately trying to get to a place where they can repatriate foreign nationals that are on board the ships. Not so easy. The cruise industry has been through several major setbacks, and I listed the ones in my time, right? The 9/11 terrorist attacks in America back in 2001, the U.S. SARS, largely impacting Asia, but reached all corners of the globe. The U.S. financial crisis of 2008,
and right on the heels of that was the H1N1 swine flu, Ebola in 2014, and all of these events have impacted the cruise industry before. But travel is resilient. It's the #1 spend of disposable income for the general public. So COVID-19, yes, it's a dark, unpleasant time right now, but travel will rebound. People are going to want, there's going to be pent-up demand, and there are going to be some reasons why people may be slow to return. But it's my belief and the cruise line's belief that we will return to enjoying vacations aboard these beautiful cruise ships again. Да, Стив говорит о том, что вот он приводит примеры. За время, пока он работает в этой индустрии, круизная индустрия пережила 6 таких сложных моментов. Да? Первое, это было террористические атаки 9/11, да, в 2002 году, когда наша жизнь изменилась, и мы уже, помните, раньше даже не досматривали в аэропорту, да, мы там обувь не снимали, сейчас мы к этому привыкли, но на самом деле это все началось с террористических атак. Вот это пережила круизная индустрия, потом финансовый кризис в 2008 году, да, когда на самом деле весь мир оказался в огромном финансовом кризисе, это очень повлияло на круизную индустрию на тот момент, вообще на всю индустрию туризма. Потом H1N1, это свиной грипп, и через это круизные индустрии прошли SARS, Эболу и сейчас COVID-19, да, то есть коронавирус. И через каждый этот кризис круизная индустрия прошла. И, конечно, сейчас очень сложная ситуация во всем мире, и лайнеры стоят, и буквально там 1-2 лайнера только сейчас бороздят просторы океана и морей, но на самом деле все сейчас встало, но не только у нас, а вообще во всех сферах экономики. Но Стив говорит, что могу сказать по своему опыту 30-летнему, что туризм – это индустрия, которая, ну, она всегда приходит в себя быстрее всех, то есть люди никогда не перестают путешествовать, и это индустрия, которая имеет наиболее огромный оборот денег, да, и он не прекращается, и пройдя даже через все эти вот вышеназванные кризисы, круизная индустрия все равно всегда выходит из этих кризисов, потому что человек не перестает путешествовать. Это у нас в крови, это одно из самых нужных для человека вещей. То есть люди могут экономить на дорогой одежде, еще на что-то сэкономить, но они не перестают путешествовать. Вот поэтому, ребята, и через это мы с вами пройдем. И это тоже пройдет очень скоро. Yes, go. Okay, so why the cruise rebound? My thoughts behind and what's important that's going to drive the resurgence. #1, as I mentioned, the #1 spend for travelers for disposable income is travel. People want to experience travel. They want to get away. And cruises obviously offers us an option to help make that easier and more affordable. Cruising has the highest customer satisfaction rating amongst any of the other types of vacations that one might go on. Cruising has a superior value. So comparing it to a land-based vacation where you have hotel rooms, then you have meals, then you have potential entertainment, the packing, unpacking, one destination to another, cabs, transfers, all of this is covered in a virtually upfront in one price. Да, Стив говорит, почему круизная индустрия первая придет в себя после кризиса. Потому что у нас самое лучшее предложение, потому что люди после кризиса захотят экономить, да, и они точно захотят поехать отдохнуть, потому что я лично сама жду не дождусь, когда карантин уберут, и я смогу поехать куда-нибудь отдохнуть в круиз. Понятное дело, что все наши партнеры Incruise, имея сейчас круизные доллары на счету, у всех лежат, всем вернули за отмененные круизы деньги, и все ждут не дождутся, когда снимут карантин. Так вот, почему все выберут круизы? И даже люди, которые раньше не ездили в круизы, выберут круизы, потому что
Во-первых, это самый недорогой вид отдыха, потому что за неделю вы можете увидеть 3-4 разных города, еда включена в стоимость, у вас нет расходов на транспорт, да, и то есть живете в пятизвездочном классном отеле, где вас кормят, поят, развлекают, каждый день концерты, шоу-программы. При этом круизная индустрия имеет самый высокий рейтинг обслуживания клиентов среди всех других видов отдыха. То есть если провести опрос и 5 баллов – это самое лучшее обслуживание, и спросить, то есть опрос людей, там, отели, там еще какие-то виды отдыха, то круизы всегда на первом месте собирают самый высокий рейтинг. И вот здесь у нас еще есть пункт. Когда корабли вернутся в плавание, появится некоторая осторожность, ожидая снижения цен, что подобно отскоку 9-11 линий найдут цену в сочетании с безопасностью, которая преодолеет страх. Да, это говорится о том, что после вот этого кризиса, естественно, круизные линии захотят вернуть себе клиентов, захотят быстрее, заново, чтобы люди забыли, чтобы преодолели этот страх. И круизные линии предоставят самые лучшие цены. Самые вкусные предложения на рынке будут у круизных линий, и, соответственно, люди, если захотят поехать, они, естественно, выберут круизы, потому что это будет намного дешевле, чем остальные виды отдыха. Yes, Steve. So an important thing that's, I think, we're going to see beginning to happen once the ships start sailing again, the cruise lines will need to create demand. How do they do that? Well, typically what's happened in any of these crises that have happened previously, the prices go down. There's downward pressure on pricing. So cruising becomes really inexpensive. So that's one component, because there is a price that overcomes fear that the cruise lines will reach. We saw this in 9/11. But also very important is the safety of what will change. I mean, cruising will change from what we knew it in the past as far as safety on board. And I'll talk about some of the things that are already happening for safety in a moment. Почему люди выберут круизы после окончания карантина? Потому что будут самые вкусные цены, и это будет безопаснее всего, то есть люди как меньше времени захотят проводить в аэропорту, в общественных транспортах, и поэтому отдых на круизах будет для них предпочтительнее. Мы знаем, как это происходит, говорит Стив, потому что мы с этим столкнулись во все сложные периоды, то есть когда были террористические атаки, увеличилось количество круизеров, когда были вот эти вот различные эпидемии по миру, количество круизеров стало намного больше, то есть как только какой-то кризис происходит, увеличивается количество именно людей, путешествующих на лайнерах, поэтому Стив говорит, что согласно моему опыту, я точно знаю, что цены на круизы будут ниже, а спрос будет больше. So just some, I didn't put this in a slide, but some things that are already happening across the cruise industry, and we saw some of these before the ships stopped sailing, is embarkation, taking temperature screening. Embarkation will become a normal now for all of cruise lines. If you're over 70, a certification of health will become normal. Temperature screening of the crew on board the ship. Many of the the ships in the Asian market have already started and are putting on their safety features. The crew will be screened. Each crew member will have a temperature screening 2 times daily, because a high temperature is a sign of some sort of infection within the human body. There'll be no more self-serve buffets. Everything will be served with ship personnel with probably gloves and a mask on. Capacity of rooms. They will limit the number of people going into the public areas on board the ship. All of these safety features, combined with a price point, will begin to drive passengers back on the ships.
Да, он говорит о том, что круизные линии уже принимают такие кардинальные меры защиты, то есть и отдых на лайнерах, он будет намного безопаснее, чем любые другие виды отдыха, потому что уже сейчас прописываются новые правила посещения лайнеров, то есть во время посадки на лайнер и ежедневно, когда вы будете выходить с круиза и заходить на круизы, устанавливаются во всех лайнерах устанавливаются телевизоры, тепловизорные, да, называются, надеюсь, не ошиблась названием. И каждому человеку обязательно на выходе будет измеряться температура, и это будет нашей реальностью, друзья. Везде будут постоянно нам мерить температуру. И кроме того, будут, то есть не будет больше буфетов, будут открыты только рестораны, где еду будут подавать официанты в перчатках и, скорее всего, еще в масках тоже какое-то время, да, и будет ограничено количество посещений, то есть в общественных местах, даже после того, как закончится карантин, и мир придет в себя, в любом случае будут ограничения у нас по передвижению в мире, по посещению общественных мест, музеев и так далее. И на самом деле круизный отдых станет намного комфортнее, чем любые другие виды отдыха, комфортнее и безопаснее, потому что будет очень четкая система защиты, да, измерения температуры, дезинфекции, вот это все будет очень хорошо работать на лайнерах, поэтому люди будут выбирать круизы из чувства вообще даже самозащиты. Go on. I apologize. One of the challenges from working home is my dogs. And I've been trying to mute myself so that you don't hear them in the background. So what are we doing at InCruises, right, to amid this COVID-19, right? We're trying to protect our fiscal health, right? So that InCruise will ride out this storm, and we will. We're in a very good position as an organization. We have plenty of reserves and liquidity, so that we can continue to pay out the cruise dollars. We continue to pay out compensation for all the partners. So Hutch and Mike have, Hutch and Frank have done a great job in setting this company up for success. We took a decision as an organization through all the ships that are, the departures that were impacted by the ships stopping their ocean operations, to cancel and take a refund versus taking an FCC, future cruise credit. Why? This puts cruise dollars back to work for all the members and member partners. This also, people may need, if there are funds that have been paid via credit card or out of pocket or through one of the payment platforms, this puts money back into their pocket instead of leaving it at the cruise lines for some unknown time when you might travel in the future. This will also give the freedom to choose any line in the portfolio, because maybe you don't want to go on Costa. You want to go on MSC because there's an itinerary that's more attractive, or there's a price point that's more attractive on there. And maybe the timing that the cruise lines want you to book by or to travel by isn't right for you. So we felt that a refund and giving you the freedom, all those cruise dollars back, to freedom to book what you want, when you want, was the right choice. Yeah, great. Да, он говорит о том, что происходит сейчас в компании «Крузы». Он как часть управляющего состава говорит, что у нас все классно, мы в очень хорошей позиции находимся благодаря огромной работе, которую сделал Фрэнк и Майкл. У нас все хорошо с финансами, мы можем себе позволить переждать это время без каких-либо потерь, мы можем себе позволить выплачивать круизные доллары людям, да, которые продолжают закрывать свои чеки, мы можем позволить себе выплачивать зарплаты лидерам и директорам, и все бонусы также то есть работа продолжается, люди продолжают зарабатывать,
зарабатывать, продолжают получать свои бонусы, и круизные доллары, и безоплатное членство также люди получают. То есть мы финансово устойчивы и смело как бы стоим на ногах, да. И еще он говорит о том, что принято решение все круизные доллары вернуть членам клуба Incruises, да, то есть какая ситуация происходит в мире, то есть люди, которые купили круизы не через Incruises, а им круизные линии не смогли вернуть деньги назад, они им сделали кредитные, ну, то есть дали кредиты на круизы, то есть если я забронировала круиз у компании MSC, допустим, на $2000, а круиз мой сорвался в связи с карантином, круизная линия MSC дает мне кредит на эти $2000, и я в будущем, на ближайший год могу забронировать с ними круиз. Но компания Incruises смогла урегулировать этот вопрос, и все члены клуба Incruises получили все круизные доллары назад на их кошельки. И это дает нам с вами выбирать круизные линии. То есть если я не хочу ехать, у меня кредит на круизной линии MSC, а я не хочу ехать на MSC, я, допустим, увидела, что Carnival сделал шикарное предложение, там всего лишь за 200-300 круизных долларов я могу куда-то поехать, а у меня все деньги лежат на MSC. Вот представьте, в какой позиции другие люди, а мы с вами, партнеры Incruises, все деньги, которые мы через Incruises бронировали круизы, мы получили их назад на свой круизный кошелек. Это значит, что я своими деньгами могу распоряжаться, как я хочу, я не привязана к какой-то круизной линии, я спокойно могу забронировать круиз из списка наших партнеров, то есть у нас на сайте около 300 кораблей, да, 16 круизных линий, и я могу свои деньги потратить тогда, когда хочу, с теми, с кем я хочу, и поехать, куда я хочу. И я думаю, что это огромная работа, и Стива за это можно поблагодарить, что в отличие от всех остальных у нас с вами остается право выбора, и когда и куда мы потратим наши с вами деньги. Yes, go on. Is leveraging our value, the in-cruise value to the cruise lines. How? Well, first one is the unique distribution that I talked about. This is not something that the cruise lines have access to other than through in-cruise. In-cruise isn't working directly with the cruise line in this sense. We are working through hotel beds. But I know I worked there for 14 years. I know hotel beds. I know all the cruise line partners, and they all know who Incruises is. So it's a kind of a three-way approach: Incruises, hotel beds, and the cruise lines themselves. So how do we leverage that distribution that we have? What could we do tactically that is specific or special for the Incruise member versus the rest of the travel agencies around the world? So I believe that pricing and value adds could be things like having gratuities paid for, where you're not having to pay them on board the ship. A beverage package that's included. Could be a spa package that's included in the price of the cruise. So we'll be able to leverage these types of efforts with the cruise lines to bring more value to the in-cruise member for those cruise dollars that they're booking. Drive that price down and give them a world-class cruise. So it's going to happen in the future that they're going to add some packages to members? This is the plan. This is the plan. Wow, amazing. So I can announce it officially. Yeah. So Camelia, I call these value adds, right? So some of them that are happening already, but we haven't done a good job of communicating. That cruise on MSC is going to include a beverage package, or that cruise on if you're booking an ocean view or a balcony cabin or higher on Costa, you're going to have an onboard credit of $100 or 100 euros on there. So these types of promotions exist, but now we can leverage. I really feel like we can leverage them. Before, Incruise didn't have somebody that was looking after this, and this is one of the things I'm after. Why I'm here to make our product more valuable, not only to the member but also to the cruise line.
Окей. Да, Стив говорит о том, что почему вообще, какие у нас отношения с круизными линиями. И я на самом деле, это как музыка для моих ушей сейчас слышать, что Стив говорит, насколько круизные линии нас ценят, и насколько мы являемся для них, стали для них ценными партнерами, потому что такое количество новых людей никто никогда им не предоставлял за такой короткий срок, и что у нас есть уникальная дистрибьюторская программа, которая позволила людям, которые не были туристами, стать туристами, да, и это придает огромную ценность нашему клубу, и о нас, об Incruises уже говорят как о компании, там, серьезной, большой, которая себя уже зарекомендовала, то есть среди круизных линий, которые существуют уже по 50-60 лет, мы уже за 4 года доказали свои позиции, доказали свою профессиональность, показали там результатом, да, то есть их взяли, и на самом деле они нас всех ценят, все знают про Incruises, все нас уважают, и сейчас, то есть для чего вообще Стив, да, что он делает в компании, он сейчас выстраивает вот эти вот отношения между нами и круизными линиями, и нас с вами ждут шикарные новости, друзья, когда мы с вами опять отправимся в круизы в ближайшие месяцы, то нас с вами ждут еще, то есть Incruises еще больше придает ценности, и для именно членов, партнеров клуба Incruises будут отдельные уникальные такие пакеты, да, unique packages, это уникальные какие-то предложения, то есть, допустим, к примеру, если вы бронируете каюту с балконом в MSC, у нас огромное количество людей путешествовало на лайнере MSC, я 2 раза была на их лайнерах, так вот, при бронировании, допустим, каюты с балконом, вам будет включен алкогольный пакет, который, как мы знаем, стоит там около 150 евро. Так вот, для партнеров и членов клуба Incruises круизные линии будут делать еще уникальные предложения и подарки. И это придаст ценность нашему клубу, то есть только члены клуба Incruises будут иметь вот такие вот комплименты. Бесплатные алкогольные пакеты, или на депозит будут дарить по 100, по 200 круизных долларов, которые вы сможете потратить на лайнере, там, купить какие-то подарки или купить какие-то платные напитки или что-то. То есть Стив непосредственно сейчас занимается тем, чтобы круизные линии для Incruises делали какие-то... то есть они ни для кого этого не делают, и только для клуба Incruises они будут делать вот такие вот классные уникальные предложения. Это очень круто. I'm so happy to hear it. Everybody's so excited. The chats are on fire. Everybody's texting. They're so excited to go on the cruises, and especially with the unique packages that we're having. Thank you very much. Good to hear. Okay, so the last thing I wanted to tell you was just what is Steve's mission? I mean, what's the big picture for me in joining Incruises? And that is really to just bring I'm focused on sourcing product, which is to bring the best cruise product around the globe and all corners at the most competitive prices, to cruise smarter and enhance lives through travel. I mean, travel is a big bonus for all ages, and enhances learning, enhances peace of mind. We all want to experience things. You can't take all the money in the world to the grave with you, but you can. But experiences make a lifetime of fulfillment. Да, Стив говорит, компания Майкла и Фрэнк пригласили его в компанию для того, чтобы он улучшил нашу компанию. И, то есть, благодаря вот работе Стива, как раз-таки благодаря его опыту и связям с круизными индустриями, он сейчас для нас делает вот такие вот уникальные предложения. То есть наше предложение на рынке услуг становится еще вкуснее. Теперь для членов клуба Incruises есть какие-то особенные подарки, да, и я думаю, что для людей это будет тоже очень важным моментом. И еще Стив работает над тем, чтобы
увеличить количество круизных линий на нашей поисковой системе, то есть чтобы у нас были самые лучшие партнеры, лучшие лайнеры, лучшие цены, лучшие предложения, бесплатные напитки, всякие подарки и так далее. Он занимается непосредственно этим. И я думаю, что нас ждут новые круизные линии в списке. Yes. Go on. That's it, other than my public service announcement of everybody will get through this time together. Be safe. Yeah. For those of you that are in restrictions, stay home, wash your hands, Yes. and reach out to people, connect, communicate. I mean, everybody around the globe is going through the same thing, and it can be hard, and we all need to connect and communicate with each other. This is a great format. We're talking business here, but I mean, there's 370 people on the Connect platform, and I don't know how many on Facebook Live or Instagram, but it's a great way to connect. Like more than it's so important. Yeah. Do you have happy to take any questions for time permitting. Yes, let's choose few questions. Дорогие друзья, Стив, да, он говорит, что сейчас он готов ответить на некоторые вопросы, поэтому пишите свои вопросы. Самые лучшие вопросы я озвучу. 2-3 вопроса Стиву. Такие, давайте классные, вкусные вопросы, чтобы всем было интересно и всех касалось. И он говорит, что оставайтесь дома, мойте руки. Мы все во всем мире сейчас переживаем одно и то же, и каждый из нас по-разному это воспринимает, но на самом деле это время возможностей, время расширять свои знания, увеличивать количество партнеров, строить бизнес, уделять этому больше времени. Вот поэтому это ваш выбор, сидеть сложа руки или помогать людям, рассказывать о такой возможности, как компания Incruises, которая позволяет вам, сидя дома, находясь перед компьютером, уже строить команду и выйти с этого карантина с деньгами и с бесплатным круизом. Так. I have questions while people are writing the questions. I have questions. Are we planning to have new partners, new cruise lines on our booking system? Great question. Yeah, so currently we have 15 cruise lines that come through hotel beds and an API, electronic connection to our booking engine. We are integrating another platform. And the first line, I believe, that will bring us is a Spanish-centric line in Europe, but Pullman Tour, we're going after that one. But there will be up to potentially Pullman Tour. Pullman Tour is based in Spain, and they are up underneath a Royal Caribbean Cruise Line umbrella. But we hope before the year is out, into late third and fourth quarter, to bring some more products on, like some of the European river cruises, AIDA, and an additional 30 plus, up to 30 lines from the initial 15 that we have right now. Wow, that's amazing. Pullman Tour is the only line that I'm actively working on, because we have to start with one on this new platform. Great news, дорогие друзья, я просто счастлива вам перевести это. Я задала Стиву вопрос, планирует ли компания Incruises подписать контракты с новыми круизными линиями, увеличится ли количество круизных линий на нашей поисковой системе. Как вы знаете, сейчас у нас партнеры 15 круизных линий на нашем сайте, около 300 круизных лайнеров, кораблей. И он говорит, что сейчас идут переговоры активно, уже точно у нас появится круизная линия, испанская круизная линия Pullman Tour, да, и это уже вот должно случиться. И эта компания испанская, это круизная линия испанская, но она является частью Royal Caribbean, и теперь у нас будет 16 круизных линий, и совсем скоро, в ближайшие месяцы. Но до конца года у нас в планах, или он сказал, до конца года мы с ними подпишемся, но в планах вообще увеличить количество линий
До 30, представляете? До 30 круизных линий у нас будет в поисковике. Соответственно, если сейчас 15 и около 300 кораблей, то представьте, ну, где-то около 1000 кораблей будет на нашем поисковике. Отличная новость, что к нам присоединится AIDA, уже идут переговоры, это люди, которые в этой индустрии туризма разбираются, знают, что AIDA – это шикарная круизная линия, у них шикарные корабли, и мы их часто видели в порту. И еще мы на стадии переговоров с европейскими речными круизными линиями. Я так предполагаю, что это те самые круизы, которые ходят вокруг Сены в Париже или по другим рекам. То есть через Incruises можно будет еще и на них бронировать круизы, и никто в Париже знает, как это классно прокатиться вокруг башни на речном круизе. Вот, отличные новости. One more question, if we have here. People are asking about Virgin Cruise Lines. Any Yes, plans with Virgin? Virgin is part of the portfolio that could come with this integration. So yes, right. Yeah. Not currently integrated with them, but I think that will come pretty quickly. Да, круизная линия Virgin тоже у нас в планах, вот как раз в этих 30 круизных линиях, которые будут у нас на нашем сайте, в них будет и Virgin. Но я думаю, что в мире около 30 круизных линий, они у нас у всех будут, все они у нас будут в нашем поисковике, потому что, как уже Стив сказал, ребят, мы с вами номер один, нас круизные линии любят, у нас самое лучшее вкусное предложение на рынке, самый лучший маркетинг-план, система выплат, и наша миссия реально помогать людям, мы им помогаем, люди экономят, и я думаю, что учитывая, что теперь наше предложение будет еще лучше, и для партнеров клуба Incruises будут еще уникальные всякие подарки, что наше предложение будет еще более интересным для людей. And people are asking when will all the travelings will start it, like when the cruise lines will start to work and we can book our cruises and travel. Okay, let me get my crystal ball out here and take a look at the crystal ball. It's a tough question. I mean, right now, May is the plan for either mid to late May. I just don't know if they're going to extend those. I think it's tough. We'll have to see if for America, because they're in control of the 3 big lines that we're dealing with, all of the Carnival brands, all of the Royal brands, and the Norwegian holding brands. If they're going to move this into the summer or not, I hope not. And but I don't work for the federal government here. I don't have insight on when that's going to return. I do know it will return, and I do believe that we're going to see maybe some inter-Europe travel and cruising return. Sooner than we will probably see the Caribbean cruise travel, where people are having to come through America to get on because of some of the visa and immigration constraints that will likely ride out a little longer. Да, Стив говорит о том, что сейчас дайте я возьму свой магический шар, на котором я гадаю. Вот, понятно, что сейчас, когда именно начнем путешествовать, когда это все закончится, карантин, потому что это одному Богу известно, да, но круизные линии уже объявили о том, что запускаются предварительно, да, запускают круизы на конец мая, начало июня, но, опять же, вы должны понимать, что это все зависит не от круизных линий и не от Стива, это зависит от нас с вами, как хорошо мы будем соблюдать карантин, будем ли мы сидеть дома, на самом деле, остановим мы эту пандемию. Поэтому, дорогие друзья, чем больше вы будете сидеть дома и соблюдать карантин, тем быстрее мы поедем с вами отдыхать. Поэтому сидите дома. В планах, конечно, но посмотрим. Вот, Steve, thank you very much. People are saying hi to you, and some our partners saying that you have amazing smile, very charming smile, and you're an amazing person. And thank you very much for being with us today. I think everybody enjoyed our webinar and hearing your experience and such good news. A lot of good
Sure. use you today? Yeah. Well, thank you. I want to be a resource for people, so this won't be the only time we have a chance to talk, and reach out if questions or comments or just strategy. When we want to talk strategy, I'm here. Да, Стив говорит, что да, он тоже очень счастлив участвовать в этом вебинаре, потому что он, как правило, сидит в офисе, делает корпоративную работу, ему не удается напрямую с партнерами пообщаться, поэтому ему было тоже очень приятно. Но, дорогие партнеры, вы должны понимать, что Стив не может отвечать на вопросы про визы, про когда запустятся круизные линии или какие-то моменты. Он отвечает именно за работу непосредственно с круизными линиями. Is it any Russian cruise lines are going to join us? People are interested. Let me come back. Let me come back to you on that. That certainly hasn't been a strength of mine in the past, but doesn't mean that we can't go after them. Он говорит, что да, я точно не могу сказать про российские круизные линии, но это было бы определенно интересно для нас, и если это будет возможно, то, конечно, в будущем мы обязательно обратимся к ним с предложением. Okay, so we had 1 hour webinar. Thank you very much for your time. I wish you good luck. And I hope to see you soon on one of our seminars or forums. We have a big plans for this year, and hopefully I'll meet you personally. Okay. Thank you very much. Дорогие друзья, давайте все напишем Стиву бай-бай в чате на английском. Да, может быть, он может прочесть. Ему будет очень приятно. И, дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами сегодня на вебинаре. Не забывайте поддерживать друг друга в такие сложные минуты. Инкруз – это семья, инкруз – это друзья. Сейчас, кстати, у нас будет вебинар с... Сейчас я Стива отключу. Сейчас у нас будет вебинар с Майклом Хатчисоном и с топ-лидерами компании Incruises, и после этого у нас будет Happy Hour. Happy Hour – это американская такая, как называется, традиция, да? То есть Майкл предложил, говорит нам, я так соскучился по лидерам, и я хочу с вами просто общаться не по работе, а просто узнать, как вы, и так далее. И я еще раз убедилась, что Incruises является большой дружной семьей, международной, интернациональной, и нам с вами не может помешать ни пандемия, ни закрытие границ, ничего нам с вами не может помешать, потому что Incruises у нас в крови, Incruises у нас в жилах, и мы все, будьте уверены, что у нас все будет классно, я в этом прям ни на минуту не сомневаюсь. Посмотрите, какие у нас планы. 30 круизных линий скоро будут на нашей платформе. У нас с вами будут особенные привилегии у членов нашего клуба. И я думаю, что это будет бешеный рост для нас с вами. И я считаю, что сейчас в данной ситуации, когда все люди сидят дома и не имеют возможности дополнительного дохода, остались без работы, их бизнесы закрылись, и их сократили и так далее, что наш с вами долг рассказать об Incruises, рассказать им об этой возможности, объяснить им маркетинг-план, что даже сидя дома сейчас можно заработать неплохие деньги и выйти из этого карантина с деньгами, с круизными деньгами, и уже летом поехать в свой круиз. Вот поэтому давайте работать над этим, давайте поможем людям выйти из кризиса с улыбкой. Им просто нужно рассказать про наш маркетинг, поэтому ежедневно тратьте несколько часов в день на работу, на продвижение, на рост вашей команды, составляйте графики, расписания и будьте в тонусе, потому что чем больше я рассказываю людям про Incruises, тем больше у меня поднимается настроение, тем меньше я депрессую и переживаю по поводу этого карантина. Поэтому наша работа нас спасет, Incruises нас спасет и наше настроение от всего. Я вас всех очень люблю, соскучилась и надеюсь, что мы скоро с вами увидимся на большом мероприятии. На самом деле мне очень не хватает наших вот этих огромных мероприятий, где бушует энергетика и где мы все с вами обнимаемся, целуемся и фотографируемся.
активизируемся. Я надеюсь, что эти дни скоро настанут, и мы с вами сможем опять обниматься и целоваться. Вот, запись вебинара обязательно будет. Спасибо отдельно Абелю Приета, который впустил нас в свою вебинарную комнату. Абель сейчас ведет запись. Abel, we finished. So, да, мы заканчиваем. Абель обязательно сохранит наш вебинар и вышлю вам по чатам через ваших топ-лидеров. Abel, everybody saying thank you to you for your having us on like your guest on in your room, in your webinar room. Всем пока. Всем пока, до свидания.